Здравствуйте, товарищи! Сегодня 30 июля 2026 года. Четверг, местное время 14 часов 21 минута. В этом видеоролике я хочу вам рассказать о том, как матрица создаст ситуацию, когда народ сердцем царя почует. То есть ту ситуацию, которая предсказана в одном из пророчеств. О том, что царя русский народ сердцем почует. И никто не речет, там царь или нет, но только вот он и здесь, ну и так далее. Точный текст пророчества я уже не помню. Вот, и не помню даже, кто это пророчество записал или произнес и так далее. Речь пойдет о том, как Бог с помощью программных средств управляет мыслями всех людей на Земле, то есть мыслями человеческих биороботов. Увы, дорогие мои, человек – это микровселенная, внутри которой воплощается тахион вместе со своим ментальным экзоскелетом, то есть душой. А человеческое физическое тело – это часть матрицы. Человеческие биороботы – это часть матрицы. Понимаете, в чем дело? Принципиальный вопрос. Важнейший вопрос. Человеческий биоробот – это составная часть матрицы. Матрица – это сложнейший технологический космический комплекс. Это нечто инкубатора, в котором выращиваются тахионы. Вначале они создаются, потом выращиваются, оживляются, и живые тахионы потом из матрицы выпускаются наружу. Так вот, дорогие мои, я еще раз повторяю, чтобы у вас сложилось четкое и ясное понимание. Человеческое физическое тело – это физический экзоскелет для тахиона. Физическое тело человека – это биоробот для тахиона. Человеческое физическое тело является составной частью матрицы, неотъемлемой. Понимаете, какая очень важная вещь? То есть человеческий биоробот на 100% управляется программными средствами матрицы. Так все устроил Бог. Планета Земля, Солнце, Луна, все планеты Солнечной планетарной системы – это все элементы Солнечной планетарной матрицы. Все животные, растения, человеческие биороботы – это все является частью матрицы. Это матрица. И вот в каждый биоробот воплощаются потенциально живые тахионы. Тахионы, к которым уже заранее прикреплен их ментальный экзоскелет, душа. Так вот, здесь на Земле для тахионов разыгрывается спектакль. Самый натуральный спектакль, в котором матрица внушает тахионам мысль о том, что человек – это самодостаточное, мыслящее, способное творить существо. Матрица для биороботов на Земле создала огромное количество самых разных мировоззрений. Материалистических, атеистических, монотеистических, политеистических, разных эзотерических и всяких разных прочих. Все это матрица.
Все мировоззрения, которые матрица создала для человеческих биороботов, это часть матрицы. Это элементы спектакля, который разыгрывается для потенциально живых тахионов. Все пророчества, все религии, все это создано матрицей. Бог так вложил такие программы в матрицу, чтобы вот все это здесь создалось. Наша человеческая цивилизация на Земле – это очередная, одна из многих цивилизаций. Все уже давно отработано до мелочей. Мы не первые тахионы и не последние. Так вот, пророчества были даны заранее. Их дала матрица. Матрица сгенерировала для биороботов, которых она же назвала святыми, прорицателями, пророками, ясновидцами и так далее. Посвященными, просветленными и так далее. Гуру. Все это матрица создает. Здесь разыгрывается спектакль. Согласно одному из пророчеств, на которое, опять же, матрица генерирует для биороботов такие мысли, что якобы мыслящие там некоторые индивидуумы в России считают, что когда появится царь в России, то народ, русский народ, его сердцем почует. Сердцем почует. Это программа. Это все программы матрицы. Так вот, я не знаю точно, когда и как Бог с помощью матрицы приведет меня к юридической царской власти, но если Он меня приведет, то, как я понимаю, матрица сгенерирует как раз ту ситуацию, когда народ российский весь, не только русский, все российские народы сердцем меня почуют. Сердцем почуют. Не разумом, а чувствами. И эти чувства сгенерирует матрица. Какому-то количеству биороботов. Биороботов россиян. Аналогов в истории человеческой цивилизации, нашей человеческой цивилизации, когда какой-то народ сердцем чуял своего царя, предводителя, президента, канцлера, короля и так далее. Множество. Давайте последние примеры возьмем. В 30-е годы немцы сердцем почуяли своего великого фюрера Адольфа Гитлера. Плакали, поклонялись ему как Богу. Далее, примерно в это же время, в Советской России, в Советском Союзе, советский народ сердцем почуял своего предводителя Иосифа Виссарионовича Сталина. Сердцем почуял советский народ своего великого вождя. Особенно любовь народа к Сталину проявилась после победы в Великой Отечественной войне. Когда Сталин умер, взрослые люди плакали на похоронах Сталина, чтобы увидеть его последний раз тело. Люди там давились в очереди и так далее. Несколько человек погибло в этой очереди. Это исторические факты. Фидель Кастро на Кубе. Точно так же его кубинцы сердцем почуяли, боготворили и так далее. Таких примеров очень много. Народ сердцем чует. Что это значит? А это значит, матрица генерирует биороботам определенные чувства. Чувство любви, чувство поклонения, чувство признания, чувство понимания и так далее. Точно так же, если Бог, там уже все решено, я думаю, наверху, приведет меня к юридической царской власти, то российский народ меня, царя, сердцем почует. То есть программы матрицы
включат какому-то количеству россиян вот это понимание, признание, любовь, вот это чутье, что я и есть истинный царь. Кому-то матрица сгенерирует мысли логические, рациональные, значит, с доказательствами какими-то, что я, да, действительно, я Мессия и царь российский, подготовленный Богом. Все это матрица сгенерирует для россиян. Матрица сгенерирует соответствующие мысли для какого-то количества биороботов, которые являются руководителями России. Какое-то количество биороботов, которые относятся к российской правящей элите. Академики какие-то, значит, сердцем меня почуют. Скорее всего, священники какие-то сердцем меня почуют. Эзотерики сердцем почуют. Матрица такой, тух, кнопочку нажмет, и все почует сердцем. Включит вот это чувство признания. Как было со многими другими лидерами, предводителями и уважаемыми царями, канцлерами, президентами, генеральными секретарями ЦК КПСС и так далее. Все здесь на Земле управляется программами матрицы. Просто мне не рассказывают, что будет дальше по сценарию. Мне не рассказывают. Но меня готовят к тому, что я должен буду стать юридическим царем России. И все вот эти оппоненты, которые сегодня, значит, в интернете под моими видеороликами пишут какие-то там оскорбительные и унизительные комментарии, это генерация матрицы. Матрица разыгрывает спектакль, что якобы здесь люди мыслящие. И вот все эти оппоненты, которые пишут мне какие-то оскорбительные комментарии, это матрица пишет. А биороботы, которыми матрица управляет, они безмозглые. Биороботы безмозглые. Тахионы, которые воплощены в этих биороботах, они ничего не понимают. Вообще ничего не понимают. Вот и все. Матрица управляет всеми. Всеми биороботами на Земле. При этом свободная воля тахионов остается неприкосновенной. Тахионы, воплощенные внутри человеческих биороботов, вольны выражать матрице свое согласие, несогласие, нравится, не нравится, согласен, не согласен и так далее. Матрица все это учитывает, и в следующих воплощениях она все это учтет. Вот так. Свободная воля тахионов неприкосновенна. А у человеческих биороботов не то чтобы свободной воли, даже мыслительной системы своей нету. Головной мозг человека это не мыслительный орган. Это ретранслятор тех мыслей, и импульсов, и энергии, и программных кодов, которые матрица транслирует в человеческий биоробот, чтобы управлять этим человеческим биороботом. Все. Матрица включит функцию, которая называется в пророчестве «И русский народ сердцем царя почует». Это программная функция, которая будет включена. Или не включена. Мне неизвестно. Будет ли она включена, не будет ли она включена, эта функция. Если будет, то когда, мне тоже неизвестно. Но по всем ощущениям ждать недолго осталось. Посмотрим, что будет дальше. Останавливаем запись.